Праздник, о котором не принято говорить громко. День жестовых языков накануне отмечали во всем мире. Выделить дату в календаре решили, чтобы как можно больше людей узнали, какую роль в жизни глухонемых играют обычные движения рук. Желтые цветы, я так люблю, мысленно, все хорошо. Благодаря жестам люди, вынужденные жить в тишине, могут общаться и даже петь. Подтверждение тому братчанка Наталья Анофер. Женщина делится, музыку чувствует телом, а на пальцах старается показать строчки любимых песен. Говорит, сцена и творчество близки с детства. Ее первыми зрителями были бабушка и дедушка. И она любила перед ними выступить, исполнить песни, рассказать что-нибудь. Родные жалели, а я продолжала свое дело. С улыбкой рассказывает Наталья. Пантомиму из жизни она перенесла на сцену. Не став актрисой, Наталья привила любовь к театру дочери Алле. Ее папа Василий, как и мама, глухонемой. Но это не помешало девочке заговорить в 9 месяцев, а в год освоить некоторые из жестов невербального языка. Сейчас Алле уже 26, и пока она покоряет столицу, ее близкие очень скучают. Я ее отругаю, отворачиваю, грущу, ухожу. Алла подходит, ее обнимает крепко и ласкает, нежит ее, успокаивает. Что касается работы Натальи, несмотря на свою особенность, она смогла себя реализовать. Долгое время трудилась швеей. Покинуть профессию пришлось из-за проблем со зрением. Но даже сейчас приобретенные навыки женщина применяет дома, мастерит милые броши из бисера и понемногу продолжает шить. Говорит, живу обычной жизнью, но трудности в общении с окружающими все же есть. Тогда приходится прибегать к помощи сурдопереводчиков. Им легче со мной быть. Вроде бы очень много доступности информации. Вот у нас сейчас планшеты, смартфоны, а все равно появляются трудности, например, при вызове вот как раз ночью врача. В таких случаях положиться можно только на близких, объясняет Ирина. По ее словам, в регионе существует приложение для глухонемых, но время его работы ограничено с 8 утра до 6 вечера. Поэтому особенные люди держатся друг за друга и приходят на помощь, когда без нее не обойтись. Екатерина Волгина, Семен Чиркин. Программа «Факт».